Смотрите, пустые новые коробочки. 6 разных стран. Все страны Европы. Так что ночь предстоит у меня плодотворная. Но вы-то здесь не ради этого собрались, а ради вот этого. Сегодня, кстати, один из клиентов мне написал, что хочет купить мою банку. Вот что значит. Мне не жалко на самом деле. Ну, такую банку я свою бы лично продавать не стала. А сделать подобную, ну, не составит труда, поэтому имейте в виду. Сегодня уж точно в тишине, ни мужа, нет, ни детей. Но вот клиенты пишут. Сейчас я на беззвучку ставлю. Заказ в Индию. Ребята, у меня хруст тайм. Пока не могу ответить вам. Вообще, на самом деле, сегодня такая интересная ситуация нас ждет впереди. Я подготовлю 6 этих заказов. Завезем их на почту. И поедем в путь. Дорогу. 150 километров в одну сторону. И в другую 150. Ну, 300 километров нам придется сейчас преодолеть с мужем. Для того, чтобы перестраховаться. У нас большой заказ глин из Казахстана. Застрял где-то между Казахстаном и Россией. А люди, клиенты, ждут глину. И дабы не срывать сроки, ожидания клиентов моих, я пошла на сумасшедший поступок сегодняшний. Я еду в соседний город к продавцу мелой глины, чтобы купить снова весь ассортимент, который едет. Но, естественно, дороже. Не знаю, сколько я переплачу. Раза, наверное, 1,5 обойдется мне дороже. Но мне так хочется, чтобы клиенты поскорее получили свою глину и не заставлять их больше ждать, что я иду вот на такой отчаянный поступок. Правильно это, неправильно, судить сложно. Но со своей позиции, мне кажется, это гуманное действие, даже не в плане там финансов, что я потеряю, а в плане того, что, ну, не знаю, моя совесть будет чиста, я сделала все, что можно, я пытаюсь найти выход из любой сложной ситуации, поэтому, короче, сегодня едем в соседний город перепокупать глину. А я пока наслаждаюсь перед дорогой безымянным. Ой, ай-яй. Ой. Я не знаю для чего, но вот эта банка отдает прям полностью кальцием, глюконатом натрия. А сохла она у меня не в банке, ну, мел, да, сам. Из-за чего такой эффект? Ну, прям один в один, только то, что, ну, не горчит, соответственно. Хотя говорят, что есть... Ой, спина болит. Такой глюконат кальция в аптеках, ребята, кушали мои девочки, который не горчит вовсе. Мне такой не попадался. Честно, я... Все попытки родительские, тщетные, пересадить меня смело на кальций-глюконат еще в школьные годы. И заканчивались проигрышем. Почему? Потому что все, что покупала мне мама или бабушка в аптеках, кальций-глюконат, он был такой горький, такой какой-то неприятный и противный, что я не могла полноценно перейти смело на эту гадость горькую. А вот в меле присутствует вкус такой аптечный, какой-то таблеточный, но при этом без горечи. Вот это, конечно, классно. Облизывать пальцы прям моя стихия. Хочу более пыльные кусочки достать. О, мои пластинки. Так, секунду.
Отвечу потом. Если вы пишете мне, как сейчас клиенты, знаете, что я не игнорирую вас. Просто я могу не отвечать в тот момент, когда я либо за рулем, либо сплю из-за разницы в часовых поясах, либо снимаю вам видео и не могу отвлекаться. Четвертого не дано. Ой. Забыла сказать. Мы, получается, сейчас едем в соседний город. И по дороге я буду снимать влог. Мы приедем, загрузим, покажу, какие сорта мы забрали. Вот, в общем, сниму ролик, потому что, ну, это нужно запечатлеть. Это нужно увековечить наше это решение, которое муж поддержал тоже, сказал, да, конечно, давай съездим. Благодаря тому, что он сейчас работает вместе со мной, занимается одним делом, у него нет такой усталости, и он поддержал эту идею, сказал, да, давай, конечно. Был прям даже в чем-то инициатором, потому что я так, ну, скептически отнеслась к этой затее, а он подхватил, сказал, да, давайте едем. Кусочек попался, вообще не хрустящий. Знаете, есть такие пластинки, которые сразу при малейшем прикосновении с языком, они как будто вот тают. И это такая, то есть зубы только коснулись, она такая расслоилась уже, рассыпалась. Блин, а что мне нравится? Нет этого песка, вот, да, противного. В маленькую нежную крупиночку тает. Наверное, поэтому не болит желудок у меня от этого сорта. Ой, какую малюсю нашла. Так, сейчас. Блин, время 8 часов. Надо, конечно, нам уже уезжать. Сейчас будет звонить муж. Он повез детей отдать свекрови на ночь, чтобы мы... Ну, нам на дорогу, наверное, туда-сюда часа 4 придется потратить. С детьми мы же не поедем в ночь. Отвез их маме, чтобы мы могли необремененные сейчас быстренько туда съездить. Сижу, ем и думаю, какую заставку вам поставить. На этот выпуск с ногтями была вчера. С той же банкой, как бы, но не очень хочется. Ой, думай, Катя, думай, какую заставку поставить. О, уже пишет муж. А я как знала. Ребята, какую сделаем заставку? Два клиента из Индии пишут параллельно. Редко такое, чтобы одновременно две страны писали. Кстати, у меня столько клиентов появилось после того, как Игорь спел Джимми в выпуске. У меня был просто шквал заказов из Индии. Он просто там мини-национальный герой с этой песней стал. Писали столько просто комплиментов и с желанием заказать. Вот что значит помощь в работе от Игоря. Так, последний, я наелась. Побегу собираться, потому что... влазь. Ой! Телефон уронила. Крики от мужа сейчас не хочу слушать, что я опять задерживаюсь. Это прям на славу попалась пластинка мне под конец.
Вот почему можно есть безымянный с брекетами, которые в скором времени появятся у меня. Вот я даже деснами сейчас его пыталась растереть, не зубами. И он прекрасненько растерся. То есть такой нежный, что даже с брекетами. Это будет мое спасение. Нужно будет ставить брекеты. У меня нижний ряд зубов там сместился из-за неудачного удаления зубов в 13 лет. Я, кстати, не перестаю удивляться, что мне даже в таких видео, где я очевидно глотаю, пишут: а вы правда глотаете? А вы все это проглотили? Поэтому будет у нас такое с вами, знаете, в конце каждого видео я буду показывать руки, что они без мела, и высовывать язык, чтобы вы убедились, что я точно проглотила. Шутка. Ладно, я пошла делать вам обложку.